Мы с большой надеждой сейчас идем на послание президента. Мы видели его предвыборные статьи, изучали его выступления до вступления нашего президента в должность. Безусловно, он обращал внимание на межнациональный, межрелигиозный мир и согласие в нашем государстве. Мы хотим услышать от нашего президента то, что наше государство является многонациональным, многорелигиозным, и все конфессии, все религии, все граждане, исповедующие свои традиционные религии и культуру, они являются равноправными. У нас не должно быть народ первого сорта и народ второго сорта. Мы, если полноправные граждане, то и наши религиозные потребности должны удовлетворяться. А наш президент является гарантом наших конституционных прав. Поэтому мусульмане сегодня ожидают от президента четких таких посылов в адрес всего нашего общества, что он будет гарантировать равные свободы и права верующих любых национальностей. К сожалению, средства массовой информации и определенные националистически настроенные группы нашего общества, они создают недоверие и неуважительные отношения между нашими гражданами. И вот во время таких акций, которые проводятся как «Русский марш», где звучат лозунги, оскорбительные выпады в адрес кавказцев, в адрес мусульманских народов, считаем это недопустимо, и глава государства, руководство страны должны реагировать и пресекать такие настроения. Мы должны создавать настрой того, что все граждане России, они патриоты, они все являются полноправными гражданами, и для всех необходимо создавать равные условия для духовно-нравственного возрождения. А это означает духовно-нравственное возрождение всего нашего общества. Что вы ждаете от послания президента касательно национального вопроса? Ну, в принципе, мы ждем такую установку к действию для нас, для лидеров, руководителей северокавказских субъектов. Сейчас очень сильно нацелено внимание на национальный вопрос именно на Северном Кавказе. Поэтому мы ждем руководства к действию. И в дальнейшем такого политического, в том числе и влияния, политической воли по реализации этих проектов, руководств, которые будут сегодня озвучены на послании. Как считаете, достаточно уделяется средств развитию Северного Кавказа? Ну, скажу, по Республике Ингушетия мы довольно успешно реализуем федеральную целевую программу по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия. Ну, сегодня жаловаться грех на то, что сегодня, да, не все мы охватываем, в том числе по социалке, по созданию рабочих мест, но тем не менее жаловаться грех. И та программа, которая сегодня принимается и будет приниматься в ближайшее время по развитию Северного Кавказа, хотя не в том объеме, которым мы хотим, все равно это большое внимание государства к развитию Северного Кавказа. Что вы ожидаете от послания президента в этом году Совета Федерации? Ну, я ожидаю усиления роли вообще всех социальных институтов в обществе. И, наконец, хочу услышать, что одним из отраслей социальной сферы является физическая культура и спорт. Хотел бы, чтобы, конечно, роль физкультуры и спорта вообще в развитии регионов страны, в улучшении качества жизни, она значительно поднималась. А вот про Олимпиаду в Сочи вы можете сказать пару слов? Ну, если говорить об Олимпиаде, то мы на завершающей стадии подготовки. Практически большинство спортивных, инфраструктурных объектов готовы. Сейчас мы уже вышли на самые главные тестовые соревнования в этом году. И в следующем нам нужно будет провести 64 таких тестовых соревнований. По сути дела, уже оттестировать все объекты, возможности города, региона. И мы, конечно, вот неделю назад провели первое крупное тестовое соревнование, финал Гран-при по фигурному катанию. И прошло все это на высоком уровне. Я убежден, что и Сочи будет готов, и мы достойно выступим, и Олимпиада пройдет на высоком уровне. Как вы считаете, насколько Олимпиада в Сочи способствует повышению общего благосостояния края?
Ну, в целом, такие крупные спортивные объекты, они, конечно, тянут за собой развитие, прежде всего, инфраструктуры. Задача, конечно, из Сочи сделать такой круглогодичный горный такой климатический курорт. И, естественно, конечно, уровень благосостояния, уровень инфраструктуры, организации, он вырос. Ну, посмотрите, современный аэропорт, дальше инженерная инфраструктура. Сегодня Сочи испытывал большие проблемы. Канализация, объездные дороги, транспортные развязки, второй железнодорожный путь, интермодальные перевозки, новая современная дорога, в том числе железнодорожная, туда, на Красную Поляну. Ну уж не говоря о том, что в Красной Поляне вырастает новый курорт с емкостью до 25 тысяч гостиничных номеров, 4 новых возможности для просто отдыха и катания на горных лыжах. Это все, конечно, то, что сегодня получит этот город. Плюс это большое наследие. Наследие это будет и останется все для того, чтобы мы могли создать полноценный такой центр спортивной подготовки. Это санобобслейная трасса, это трамплинный комплекс, это ледовая арена, это многофункциональный зал, это велотрек, который мы создадим на базе одного из ледовых площадок. То есть в целом это, конечно, огромное такое, ну, скажем, и большое серьезное наследие, которое получит Сочи и Краснодарский край. Край принимает до 12 миллионов туристов, и где-то в районе 4 это Сочи. Сейчас, понимаете, стройка, сейчас, конечно, может быть, кого-то это отпугивает, но в целом, я еще раз скажу, даже то, что мы, проводя тестовые соревнования, приглашают и приезжают сейчас сюда и участники, и сопровождающие их лица. Это, конечно, уже увеличивает турпоток туда. Но в целом, я думаю, что это будет после Олимпийских игр. Как правило, это 150 стран мира будут транслировать Олимпиаду. Это огромное внимание. Но, как правило, исследования показывают, что из всех людей, которые посещают такие крупные события, до 70% хотят вернуться. Если, конечно, мы создадим достойную среду, там, и будем очень внимательны, вежливы, и сможем показать свое гостеприимство, и у людей появится желание вернуться. Спасибо большое.